Роза, которую мы с вами будем делать на этом уроке, небольшого размера. Соответственно, и пенопластовый шар для основы я взяла диаметром 2,5 см. В этом шарике уже есть отверстие, поэтому проволока вдевается очень легко. На этот цветок мы берем флористическую проволоку номер 20. Пронизываем ее через центр и верхнюю часть загибаем. Несколькими оборотами закрепляем ее на нижней части пенопласта. Лишнюю проволоку срезаем. Проволока обязательно должна плотно держать шар, чтобы он не шатался. На верхушку шара наклеиваем небольшой конус из мастики. Его размер примерно 1 см. Также желательно по поверхности пенопласта размазать мастику, чтобы листочки, которые мы будем клеить, хорошо держались. Я держу в руках лепестки настоящей розы. Это серединка цветка. Расположение лепестков очень простое. 4 штучки внахлёст лежат друг на друге. Мы берем вырубку размером примерно 2-3 см и вырезаем 4 лепестка из очень тонко раскатанной мастики. Вот таким способом клеим лепестки друг на друга внахлёст. Между лепестками оставляем промежуток примерно 3 мм. Теперь склеенные лепестки закрепляем вокруг конуса. Далее вырезаем из мастики еще примерно 10 таких же лепестков и начинаем наклеивать по кругу. Лепестки должны быть очень тонкими, полупрозрачными. Эти лепестки мы также наклеиваем внахлёст, но таким способом, чтобы серединка следующего лепестка попадала на край предыдущего. При этом необходимо следить за тем, чтобы каждый следующий лепесток располагался выше прежнего примерно на полмиллиметра. Роза из букета, которую мы сейчас пытаемся повторить, имеет в серединке немного угловатые лепестки. Мы также сформируем наши лепесточки. Итак, не забываем, что серединка приходится на край прежнего лепестка. Также следует учитывать расстояние между краями лепестков. Необходимо поглядывать сверху на центр розы и следить за тем, чтобы лепестки не были расположены слишком плотно друг к другу. Другими словами, мы должны придать розе некую воздушность. Далее мы раскатываем мастику в более плотный слой. Толщина должна получиться примерно 2 мм. Для этих лепестков я использую вырубку высотой 4 см. Наш бутон розы выше, чем эта вырубка, но за счет того, что мы будем раскатывать и утончать края, лепестки увеличатся в размере. Плотная середина лепестка необходима нам по нескольким причинам. Во-первых, лепесток легче наклеивается на поверхность бутона. Во-вторых, рисунок от лайнера остается более отчетливее. И в-третьих, форма самого цветка получается бокаловидной. В нижней части лепестка мы проделываем с помощью шарикового стека на поролоновом коврике легкое углубление. Смачиваем водой и наклеиваем на пенопласт. Этими лепестками мы полностью покрываем поверхность пенопластовой основы. Как я говорила ранее, плотная масса серединки позволяет придать цветку более фигурный вид. За счет этого роза обретает форму кувшина. На этом этапе бутон можно подкрасить. Остальные лепестки мы будем тонировать отдельно до того, как наклеим на бутон. Прежде чем нанести краску на лепестки, их следует на некоторое время оставить для просушки. При этом они не должны высохнуть полностью, иначе их будет невозможно наклеить на поверхность бутона. На экране два лепестка, один от настоящей розы, другой сахарный. Я попыталась повторить окраску, но на моих лепестках тон получился немного светлее.
Мы продолжаем обклеивать лепестками розу. Смачиваем водой углубления и краешки нижней части лепестка. Хорошенько закрепляем снизу бутона. Можно выбрать количество лепестков в зависимости от того, насколько пышную розу вы хотите сделать. Для этой розы я сделала 25 лепестков. На этом этапе можно слегка подогнуть края лепестков. Настоящая роза, которую мы сейчас копируем, имеет фрагменты черного цвета. Здесь главное не перестараться, и мы очень аккуратно наносим черные пятнышки. Можно в сухой краситель добавить несколько капель воды и использовать для окраски лепестков. А также можно воспользоваться черным пищевым фломастером. Давайте сравним нашу розу с живой. Вроде все идет по плану, она получается похожей на розы из букета, а значит мы продолжаем работать. Переходим к зеленой части цветка. Чтобы сделать чашелистики, не очень тонко раскатываем мастику зеленого цвета. Вырезаем форму капли размером примерно 2,5 см. Края утончаем шариковым стеком на поролоновом коврике. Кончик чашелистика вытягиваем. Далее создаем форму лодочки, сделав углубление в середине шариковым стеком. Сгибаем чашелистик вдоль пополам. Мелкие детали, сделанные из обычной цветочной мастики, могут легко сломаться, поэтому чашелистики лучше делать из гибкой мастики. Ссылку на видео с этим рецептом я оставлю в описании под видео. Ширина чашелистика должна получиться около 1 см. Теперь мы ножницами делаем вот такие надрезы. Можно обойтись 2, а также можно сделать по 3 надреза на каждой стороне. Если все же вы будете делать чашелистики из простой мастики, лучше использовать флористическую проволоку. Также на моем канале есть еще один способ создания чашелистиков. Переходите по ссылке в описании под этим видео. Чтобы чашелистик обрел более живой вид, следует растушевать кончик и края бордовым красителем. Прежде чем наклеить чашелистики на розу, облицовываем стебель тейп-лентой. Чашелистики можно наклеить в любом расположении. Они могут смотреть как вверх, так и вниз. Наклеиваем остальные чашелистики друг за другом. Этой же мастикой смазываем стебель. Верхняя часть стебля должна быть утолщенной и иметь форму конуса. Переходим к лепке листьев для нашей розы. Сначала формируем капельку. Края утончаем, а середину оставляем уплотненной. Далее можно вырезать форму листа вырубкой, либо с помощью ножа для пиццы. Утончаем края шариковым стеком на поролоновом коврике, а затем мы создаем зубчики.
Следите за тем, чтобы зубчики смотрели вверх. Конечно, можно воспользоваться специальной вырубкой для листа розы, но способ, который я использую, позволяет сделать любой размер листьев. Для этого подойдет любая вырубка с острым окончанием. Утончаем края шариковым стыком на коврике и вдеваем проволоку номер 26 до середины. Создаем оттиск с помощью вайнера. Если вы хотите, чтобы листья выглядели более реалистично, добейтесь вот такого цвета мастики. Такой цвет имеет тыльная сторона листа. А лицевую сторону можно окрасить сухим красителем темно-зеленого насыщенного цвета. Прожилки можно окрасить слегка желто-коричневым красителем, а края затонировать бордовым. Сначала проволоку каждого листа откручиваем тейп-лентой, затем их соединяем в ветку. Вверху располагается большой лист, а листья меньшего размера по бокам. С помощью тейп-ленты соединяем ветку со стеблем и смазываем остальную часть стебля мастикой. Чтобы не пропускать новые видео, обязательно подписывайтесь на мой канал. Также нажимайте на кнопку «Нравится», оставляйте свои комментарии и задавайте вопросы. Я постараюсь на них ответить.